Если честно, то я забыл, когда последний раз использовал Google или Яндекс, чтобы найти какую-то информацию в интернете. Сейчас я этот процесс полностью делегировал именно сервису Perplexity, искусственному интеллекту Perplexity. Perplexity, в принципе, несложный инструмент, и для того, чтобы изучить весь его функционал, достаточно будет посмотреть это видео, в котором мы разберемся со всеми функциями и со всеми возможностями, которые есть в Perplexity. Привет, меня зовут Игорь Зуевич, и давайте перейдем непосредственно к интерфейсу Perplexity. Значит, Perplexity для начала, да, что это такое? Это, как он сам называет себя, это поисковая система с искусственным интеллектом, которая предоставляет пользователям точные актуальные ответы на их вопросы и, соответственно, перечисляет ключевые особенности Perplexity. Значит, когда мы заходим в Perplexity, первое, что у нас появляется, это, соответственно, окно, где мы можем вводить свой запрос. Здесь есть возможность даже у тех, кто не на Pro версии Perplexity, а у меня версия Pro Perplexity, я ее использую, потому что очень много, очень часто, и поэтому я вижу смысл платить $20 за то, чтобы использовать такой поисковик, который мне полностью заменяет там Google и Яндекс и экономит мне огромное количество времени. Значит, но даже если у вас бесплатный тариф, вы все равно можете использовать Pro функцию в Perplexity, то есть она просто подключается. Единственное, там ограничения стоят на количество запросов. У меня этих ограничений практически нет, то есть я могу использовать полный функционал Perplexity. Давайте посмотрим самый банальный пример. То есть нам нужно найти какую-то информацию в интернете. Для этого я использую, например, Google, да, стандартный Google поисковик, и использую, например, Яндекс. И смотрите, в чем ключевое отличие того же там Гугла и Яндекса от того же Perplexity. То есть мы вводим запрос в Google, запрос в Яндекс, запрос Perplexity. Значит, и если Google и Яндекс, вы понимаете примерно, что он должен делать, то есть он начинает искать статьи в интернете, то смотрите, Perplexity в первую очередь нас спрашивает. То есть он делит наш запрос на три части. Первая часть — это найти информацию. В данном случае я задаю вопрос, какой AI-инструмент похож на Sora AI, но лучше, чем Sora AI. И он мне первый шаг он делает, ищет информацию вообще, что такое Sora AI. Второе, он ищет альтернативные AI-инструменты, похожие на Sora AI. И третье, он сравнивает найденные альтернативные инструменты с Sora AI. То есть, смотрите, он не просто сейчас готов ответить на наш вопрос, но он провел глубокое исследование, глубокую аналитику для того, чтобы ответ на тот вопрос, который мы ему задаем, он максимально удовлетворял нас. В стандартном поиске Google мы видим огромное количество статей, и нам необходимо просто читать эту статью и всю эту работу, соответственно, проводить самостоятельно. То же самое в Яндексе, да, есть огромное количество, да, даже нам по запросу какие-то картинки странные показывать. Даже в Яндексе то же самое. Нам необходимо провести самостоятельно эту работу для того, чтобы ответить на вопрос, что такое Sora AI, какие альтернативные инструменты похожи на Sora AI, и сравнить найденные инструменты с Sora AI. Здесь же он нам выдал, то есть он обработал эту информацию, и он нам выдал ответ, что на данный момент сложно однозначно сказать, какой AI-инструмент лучше Sora, так как Sora еще не выпущен и публично ее полные возможности неизвестны. Однако, основываясь на доступной информации, можно выделить несколько перспективных альтернатив. И, соответственно, он перечисляет мне перспективные альтернативы и рассказывает, что каждый из этих инструментов имеет свои сильные и слабые стороны и подробную информацию. То есть мы ему задали вопрос, и он не показывает, где можно найти более информацию об этом, а он обработал всю эту информацию и, соответственно, выдал нам готовый результат. Смотрите, как он обрабатывает информацию. Во-первых, он делает ссылки на сайт, то есть где он нашел информацию о Sora AI. То есть он показывает источники, где он взял эту информацию. Здесь мы можем перейти по этим источникам непосредственно, и здесь мы можем почитать ту статью, которую, соответственно, он выбрал. Но он за нас уже краткую выжимку этой статьи сделал. Дальше, значит, какие альтернативные инструменты? То же самое. Здесь он показывает сайты, с которых он взял эту информацию, и сравнивает найденные альтернативные инструменты. То есть он
сделал для нас всю работу, которую обычно проводим мы. И самое крутое, вот что в конце он делает, он пишет, да, какие преимущества, то есть он пишет дополнительный запрос. То есть мы, например, узнали это, и что делать с этой информацией? Может быть, у нас есть какие-то дополнительные вопросы. И мы с помощью вот этого вот инструмента можем задать в один клик дополнительные вопросы. Да? Например, какие преимущества имеет Veo по сравнению с Sora AI? Нас это интересует, мы окей, выбрали, посмотрели, что вот этот инструмент, он как бы интересен. Либо какие альтернативы Sora AI рекомендуют для создания видео. Да, нас это интересует, мы задаем ему этот вопрос, и он опять проводит исследование, то есть он опять ищет ответы на эти вопросы на огромном количестве ресурсов. На мой взгляд, это намного круче, чем вот выполнять поиск. Даже ChatGPT, стандартная версия ChatGPT, оно не сделает нам такое качественное исследование, как Perplexity. Значит, что мы здесь можем увидеть? Также мы можем, соответственно, скопировать эти данные, мы можем их отредактировать, либо добавить какой-то дополнительный запрос, и мы можем посмотреть, какая модель в данном случае выполняла, соответственно, этот поиск. Здесь в данном случае у меня подключен Cloud 3.5 Sonnet, то есть последняя версия Cloud, я сразу же Perplexity на него подключил после того, как посмотрел, как работает Cloud. И Cloud, на мой взгляд, на сегодняшний день по тексту именно лучше генерирует, чем текст, чем тот же ChatGPT. Об этом я снимал отдельное видео. Значит, что здесь еще есть? Здесь есть возможность искать изображения. То есть искать изображения для, соответственно, этой статьи. То есть мы можем посмотреть, какие изображения можем использовать. Например, мы проводим какую-то презентацию, ищем в интернете данные, соответственно, мы можем подобрать отсюда эти изображения. Мы можем посмотреть видео, да, видео, которые рассказывают именно по этому запросу. И мы также можем самостоятельно сгенерировать image. То есть сюда к Perplexity подключена возможность генерировать изображения через различные варианты генерации изображений. К сожалению, Midjourney здесь нету, но есть DALL-E. В данном случае у меня подключен DALL-E, и мы можем на основе вот этого ответа попросить сгенерировать Perplexity нам изображение из DALL-E. И DALL-E нам сгенерирует изображение, основываясь на том ответе, который дал нам Perplexity. Да, вот такое вот изображение он нам сгенерировал, но хорошо, значит, мы провели исследование. И опять же, к каждому дополнительному ответу он нам пишет дополнительные возможности. Также мы можем rewrite, то есть переписать текст, если нас что-то не устраивает. Плюс мы можем создать, то есть провести работу по поиску какой-то информации и все это красиво оформить. То есть мы можем все это конвертировать в Page, то есть систему, которую недавно запустили. Конвертируем в Page, и у нас уже появляется полноценная презентация, грубо говоря, либо страница с презентацией по вопросу AI. Какой AI-инструмент лучше Sora? То есть мы готовим, например, какую-то презентацию, либо какой-то доклад, в котором мы хотим ответить на вопрос, какой AI-инструмент лучше Sora. Либо провести краткую выжимку. И, соответственно, нам на основе тех запросов, тех вопросов, которые мы задавали в моменте с Perplexity, он нам генерирует полноценную вот такую вот страницу презентации, где, соответственно, делит все на параграфы, делит все на разделы. И с этими разделами можно работать. Также можно там изменять какие-то изображения по этому разделу и, соответственно, добавлять какие-то новые изображения, добавлять медиа, добавлять какие-то дополнительные вопросы, дополнительные разделы. То есть и потом в конце все это опубликовать и отправить там своим друзьям, сказать: слушай, да, я вот провел такое глубокое исследование, посмотри и оцени, да, что отсюда можно, соответственно, вынести для нашей работы. Это очень удобно. То есть публикация, все это в превью, и мы можем отправлять, соответственно, все эти данные своим друзьям. И можем даже генерировать здесь изображения через искусственный интеллект, через там тот же DALL-E, каждому разделу и делать новые изображения. Либо видео, да, вот как в данном случае. Хорошо, значит, с этим разобрались. То есть у нас есть Perplexity, который отвечает на большое количество вопросов. Также в Perplexity очень мне нравится фокус. То есть мы можем сместить свой фокус внимания на
какие-то направления. Например, нас интересует только видео на YouTube. То есть мы хотим получить какие-то, например, похожие на это видео на YouTube. И, соответственно, мы сюда можем ввести просто ссылку на какое-то видео YouTube. У меня сейчас под рукой нет ссылок. И, соответственно, Perplexity нам покажет все видео на YouTube по этой теме. Либо видео на YouTube по теме искусственный интеллект. Давайте вот введем такой запрос. Единственное, они недавно изменили. То есть, если раньше здесь была возможность задавать вопрос только по видео YouTube, то сейчас есть возможность просто видео. То есть, он не ограничивается там одним YouTube, но все-таки 90% рекомендаций они, соответственно, будут брать с YouTube. Также есть в Perplexity такая штука, когда мы вводим на языке русском, например, то он начинает искать именно на русскоязычных источниках. Вот эта тема мне нравится. То есть, например, какой-то человек, который хочет провести какое-то исследование, ему тут же дает ответ на русском языке. Но это, с одной стороны, круто, с другой стороны, мы становимся заложниками как бы одного региона. И когда я работаю, например, с Perplexity, я стараюсь задавать ему вопросы исключительно на английском языке, чтобы он искал информацию на англоязычных источниках. Дальше мы просто эту информацию переводим, и у нас появляется готовый ответ с все-таки там англоязычные источники, они чуть выше нас по материалам по искусственному интеллекту и нейросетям. Поэтому таким образом я задаю вопрос на языке оригинала и получаю более расширенную информацию, и там, соответственно, больше источников, с которых можно ссылаться. И, соответственно, он мне здесь дает, что вот видео, несколько популярных YouTube-каналов на тему искусственного интеллекта, и перечисляет мне, соответственно, YouTube-канал на тему искусственного интеллекта. Я также ему могу задать, вот, например, скопировать ссылку на это видео и попросить его кратко рассказать, о чем это видео. То есть, ну, давайте сейчас уже здесь не будем это делать, но либо найти похожее на это видео, чтобы чуть больше узнать об этой теме. Например, мне зашло видео, но не хватило каких-то элементов, каких-то дополнительных материалов. Я, соответственно, задаю этот вопрос Perplexity, и он мне создает те материалы, ищет мне те материалы дополнительные, которые раскроют весь потенциал той темы, которую я хочу, информацию, которую я хочу найти. То есть это достаточно глубокая именно исследовательская работа. Следующее, что я бы хотел выбрать Perplexity. То есть мы можем в Perplexity выбрать, во-первых, язык, да, на котором мы будем отвечать, тему, ну, светлая, темная тема. Но главное, мы можем выбрать, соответственно, AI-модель. Здесь мы можем выбрать Cloud, можем выбрать AI-модель по умолчанию. То есть Perplexity сам будет решать, какая AI-модель будет лучше отвечать на тот вопрос. ChatGPT 4o и, соответственно, там Cloud и Sonar Large от самой Perplexity. Также мы можем здесь выбрать модель, которая будет генерировать нам изображение. DALL-E, Stable Diffusion и либо Playground от самого Perplexity. Ну, можно выбрать Playground и сравнить, соответственно, те варианты ответов, которые дает нам Perplexity. Также у каждого пользователя есть возможность использовать API подключения. То есть мы можем создать свой API ключ и интегрировать его, например, в тот же сервис Make для того, чтобы он обрабатывал нам какие-то вводные данные, либо просматривал ссылки и искал более обширную информацию по этой теме, которую мы хотим исследовать. Это очень крутая возможность интегрировать Perplexity куда угодно. Мы интегрируем его в создание контента на основе какого-то действующего контента. И еще одна функция Perplexity, которая мне очень нравится, это так называемая функция, называется она Collection. То есть здесь мы создаем своего как бы Perplexity агента. Давайте покажу, как это выглядит. Например, мы хотим получать ежедневный прогноз погоды. Вот я сейчас покажу сначала готового Perplexity, вот ежедневный прогноз погоды по Санкт-Петербургу. Соответственно, мы сюда вбиваем промпт, и он нам в один клик именно создает данные о погоде, например, в Санкт-Петербурге. Либо, если нам нужна более сложная задача, мы создаем своего Perplexity агента, их можно так назвать. Например, мы увлекаемся кроссфитом, и нам, соответственно, нужно создать себе кроссфит тренера. Мы прописываем, соответственно, название этого агента, кроссфит тренер. Да, вот он будет вот такой вот, например.
да, CrossFit тренер. Здесь прописываем, соответственно, его описание, то есть чем будет заниматься этот CrossFit тренер, и промпт, который, соответственно, будет наставлять этого CrossFit тренера. Я рекомендую использовать, соответственно, нашу базу промптов. Вот у нас есть база промптов для ChatGPT, и здесь больше 10 тысяч различных промптов для любой искусственного интеллекта. Есть различные шаблоны про Make, есть дополнительные видеоуроки, и есть, соответственно, такая штука, как применение их в повседневной жизни. И здесь у нас готовые промпты для образы для различных GPT-агентов. В данном случае также они подходят для Perplexity-агентов. И здесь различные элементы. Здесь есть нутрициологи, диетологи, фитнес-тренеры, специалисты, профессора, то есть разработчики, маркетологи, видеомаркетологи, которых мы можем, соответственно, интегрировать куда угодно. В данном случае я себе хочу интегрировать их в Perplexity для того, чтобы мне Perplexity каждый день искал какие-то интересные, крутые тренировки по кроссфиту и добавлял, соответственно, все это в мои журналы для работы. Соответственно, я прописываю, что это CrossFit тренер, вбиваю промпт, то есть что бы я хотел, чтобы Perplexity, то есть здесь полный образ Perplexity, то есть чем он занимается, какие у него цели, какие задачи, как он должен мне генерировать ответ. Нажимаю Create, и у меня создается вот CrossFit тренер, с которым я могу зайти и начать с ним общаться. Если вы хотите получить доступ ко всей этой базе данных, то есть промптом изображений, промптов на русском языке, на английском языке, различных шаблонов и, конечно же, образов для искусственного интеллекта, переходите, ссылка находится под этим видео, в телеграм-канале есть вся информация об этом. И выбирая какой-нибудь ответ, который мне необходимо, вопрос, который мне необходимо найти. В данном случае это вопрос звучит следующим образом: какие эффективные стратегии улучшения техники олимпийского подъема для спортсменов? И он мне начинает, соответственно, искать эту информацию. То же самое мы можем сделать там диетолога, нутрициолога, который нам будет каждый день составлять меню, либо раз в неделю составлять меню. Так как у нас в промпте забит ответ на русском языке, а запрос мы создаем на английском языке, нам система, то есть автоматически, соответственно, ответ дает на русском языке, а как я и говорил, мы все вопросы задаем на английском языке, чтобы расширить базу данных для ответа от Perplexity. И вот, соответственно, он мне уже дает рекомендации, вот несколько эффективных стратегий для улучшения техники олимпийской тяжелой атлетики у спортсменов. И, соответственно, здесь он прописывает мне, что нужно сделать. Вопрос также он задает на английском языке следующий, но у нас есть, например, встраиваемые переводчики, и я могу вот узнать, какой вопрос он мне задает. Дальше я задаю следующий вопрос, например: какое упражнение для разминки лучше всего подходит для тяжелой атлетики? Он мне, соответственно, уже выдает ответ, также используя англоязычные источники, которые мы можем здесь просмотреть, откуда, где он эту информацию взял, и отдает ответ уже на русском языке, который я могу использовать для своей работы. Также я могу, опять же, говорю, здесь генерировать какие-то изображения. Посмотрите видео на YouTube по этой теме, который он нашел в данном вопросе. Это тоже очень удобно. И последняя функция Perplexity, которую вы также можете использовать, я ее никак не использую, потому что я не разработчик, это так называемый Playground. Playground, конечно, больше подходит для разработчиков. Здесь можно потестить варианты работы с различными языковыми моделями от Perplexity, попросить его сделать какой-то код, сгенерировать. Но я в этом ничего не понимаю, поэтому, к сожалению, я вам эту информацию не расскажу. Знаю, что она есть, но как ей пользоваться, я, к сожалению, не знаю. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно подпишитесь на мой канал, подпишитесь на мой телеграм-канал, посмотрите другие мои видео про искусственный интеллект, про нейросети. С вами был Гризуевич. Пока.